Растения против зомби и Айзек. Если так посмотреть, кардинально разные по геймплею игры. И представить Айзека в стиле ПВЗ или ПВЗ в стиле Айзека кажется нереальным. Но недавно в сети появилась игра под названием Аниру. И такое ощущение, что я про нее узнал в первые минуты ее выхода. Поиграем в новую игру. Эта игра, как понимаете, является смесью растения против зомби и Айзека. Я, как фанат ПВЗ и Айзека, не мог не пройти ее мимо. А тем более, когда под каждым моим роликом сотни комментариев с просьбой заснять мне ролик. Так что в этом видео я попытаюсь показать и рассказать почти все, что есть в ней на данный момент. Почему же на данный момент? Да потому что обновление ее выходит по 3 раза в сутки. Если уж игра на момент выхода ролика будет совсем другая, ну простите. Записывал на версии 0.1.7.10. Меню. Ну и скажу так, атмосферу Айзека оно точно передает уже. И сразу от меня респект, что в игре уже есть кнопка «Статистика». Тут показано и сколько проигрышей, интересно, и сколько контента разблокировано. Ух, я уже знаю, чем буду заниматься. Еще достижения есть. Показано, что разблокировано. Так, на левый верхний угол не смотрите. Сейчас его замажу. Спойлеры, блин. Штуки какие-то еще. Вау. Давайте наконец играть. А, даже так? Нормальный режим, сложный, испытания. Но я могу только нормальный режим нажать пока. Так что давайте туда. Ла-ла-ла-ла-ла. На старт, внимание, плач. Но плакать я не собираюсь, я тут чтобы побеждать. Малыш чат, я наверное сейчас правильно думаю, что он делает. О, сердечки с неба падают. И да, вот этот малыш дает тоже сердечко. Дается, кстати, по 50. Это хорошо. Кубик мяса. Внешне плохая идея замену ореху, если это, конечно, она. Что-то с глазками на игру нужно было добавить. Думаю, если бы орех был такой, он вряд ли кому-то нравился. Ну, зеленая фигня за 25, уверен, это мина. Да, и уж не ошибусь, если бы Бобби назову горохострелом. Все предположения оказались верными. А что насчет врагов? В роли зомби у нас Сиваки, а вот это... да я хз. И что он делает, тоже не понимаю. Это устрашать должно. Но все ж, первый уровень и уже что-то интересное пошло. Круто же. Кубок. О, вот оно как. Выберите карту, чтобы добавить ее в коллекцию. Я сам могу выбрать, что взять. Какой-то челик, шипы за 125. Я в ПВЗ за 100 их не брал. И знак вопроса. А вот это уже поинтересней. Так что его и выберу. Что это за уголек? А, ой. Пускает во врагов мощные огненные снаряды. Так это как огненный горохострел. Думаю, мне сейчас очень повезло такое вначале получить. Хотя ничего другого я и не видел, кроме шипов. Не с чем сравнивать пока. Ну и у других А как мне это называть-то? Штуки? Ну пусть будут штуки. Но и у них у всех есть описание вроде. Чат дает дополнительные сердца. Кубик мяса имеет высокую прочность. Бла-бла-бла-бла. Мозг Боба. Не, никакое это не описание. Ну как, описание, но приколюх в нем нет, как в том же ПВЗ. А что насчет монстров? Пока ничего не известно. Интересно, что какашка делать будет. Зевака. Обычный вражеский монстр. Муха. Бьется в защиту, нанося ей урон. Во как. А что делает этот жердяй? Перейдет и расталкивает врагов по другим линиям. Кек. Казалось бы, на первом уровне все один в один, как в ПВЗ было, а уже второй и столько нового. Локация, на которой мы сейчас, называется Синий Залп, к слову. Огненный чувак, давай. Вроде неплохо. Ну как, просто в 2 раза сильнее обычного. Воу. Ну чтобы жирнич кого-то перекидывал, я пока не видел. Опа, какашка. Нету какашки. Пилюля? Чего? Но ща ее юзать смысла не вижу, думаю, стоит приберечь. Если тут и карты будут, это будет очень круто. О, этот наконец свой скилл заюзал. Действительно перекидывает, только вот разве это не наоборот нам в пользу? У него самого много хп, и логично, что идя с ним у монстров больше мощи. А так он на соседние ряды разгружает монстров равномерно. Странно, но забавно. Снова кубок и еще один выбор штук.
Малыш-демон, Мунка и знак вопроса. Не знаю, мне в разы интереснее рандом выбирать, так что его и возьму. Муха БКМ. Взрывается, уничтожая врагов в области 3 на 3. А, так это вишня, но муха. Ну вы поняли. И еще у нас новый враг, как я вижу. Плакса. Ну кубик давайте еще не брать, думаю муха поэффективнее будет. Гоу. Внимания не обратил, но сказать стоит. Ускорение тут тоже присутствует, хотя нужды я пока в нем не вижу. Игра не такая уж и легкая. С ним, кстати, и музыка ускоряется, прикол. Также только сейчас заметил, в роли последней защиты, то бишь газонокосилок, у нас личинки. Кек. Какашки сверху упали. Чё? Сложно. 3-й уровень и уже 3 волны. Еще хочу сказать, что мне не совсем понятно, что враги зелеными и другими окрасами делают. Я прям уж сильно в Айзеке не шарю, но помню, что и в нем самом есть подобное. Вдруг кто знает, напишите в комментариях. Давайте, чуваки, не терпится выбрать новенькое что-то. Мини-игра? Чё? Какой босс? Я только игру запустил. Хотя ладно, это мне еще больше интерес придает к этой игре. Босса зовут Мега Сливка, и смотря на это личико, даже сражаться с ней не хочешь. Но надо. Способности у нее тоже не очень уж сильные. Стрельба из... Откуда она его вообще достала? И попытка стать Страксом. Да и все. Больше ничего не заметил. Босс прикольный, и хочу еще подметить, видите линию? Правда же удобно? А не как в ПВЗ на боссах, вроде на клетке ничего нет, бери и ставь. А нет, нельзя. Тут же граница полностью видна. Я, кстати, пилюли использовал. Их нужно именно на штуках применять. Одна повысила скорость, то бишь, если я правильно понял, скорость стрельбы этого чела, а другая дала щит. Если честно, ничего сверхъестественного. Я думал, они поимбовей. Но возможно, я многого хочу. Блин, даже жалко ее. Свеча. А это же магазин. Прикол. В критической ситуации уничтожает ряд врагов, спасая чарджеров. Этих личинок вот значит как зовут. Буду знать, но называть их так не буду. Слишком сложно. Чарджеры. Ну и блин, одной монетки не хватает. Это специально будто сделали. Типа рофлить над игроками. Хронометр. Давай-ка немного притормозим. Немного не понимаю, но звучит интересно. Мешок с пилюлями позволяет носить еще больше пилюль. А знать бы еще сколько можно без него носить. Ну-ка купим мешок. Да и все, думаю, монеты стоит копить. Кек, червячок. Так, ну штуки у нас те же, так что и тактика та же. Только мешок и свечи. Отображается тут. Уничтожает целый ряд врагов. Ух. Еще и новая локация с запахом Дикого Запада. Тоже чувствуете его? И хочу сказать, это круто. В ПВЗ 2 мой любимый мир как раз он. Кстати, насчет ПВЗ 2. Многие спрашивают, буду ли я его снимать. Ну и так, конечно, ролик по нему будет. Но чтобы сделать ролик, нужно же ее сперва пройти. А этим я как раз и занимаюсь на своих стримах на Твиче, кстати. Да и вообще мы там всякое разное проходим. Заходите, буду рад видеть. На чем мы там остановились? Точно, на новой локации. Называется она «Это все шахты». И как видите, имеет две нам очень знакомые штуки. Черви, кстати, еще те гады. Вообще на черви подползают и спокойно грызут наших юнитов. А еще в последней волне теперь падают не какашки, а челики в желе. Круто, конечно, что прикол с последней волной, как в ПВЗ, тут есть. Но блин, аналога с зомбус флагом нет. Минус личинус. И по логике сейчас будет выбор. Да, найс. И выбор прямо из чего-то интересного, как я вижу. Резиновый дух и паучок. Очень хочу взять паучка, но и желание нажать на этот знак вопроса опять тоже есть. И еще раз вопрос жму, пофиг. Мини-логи. Стреляют слезами в 4 направлениях. Звездофрукт, это ты? Если это реально он, то это очень-очень круто. А что насчет врагов? Сливка. Еще не встречалась. Как это? Встречалась, только немного побольше. А это у нас скромняка. Маска защищает его от отрицательных эффектов и критики. Также этот хрипун нам тоже не встречался. Сразу 2 новых врага. Надеюсь, справимся. Ой, я взял куб вместо него.
Ну а чё, и то, еще и новое красное. Ладно, думаю, это хороший повод посмотреть, как выглядит проигрыш. Вот, кстати, как Локи стреляет. Я по правде разочарован. Это не звездоплод. Это даже не брюква. Это мини-Локи. А почему у нас оно тут не восстановилось? Или так надо? Давайте сейчас зареролю. Чекнем, появится ли он. Может, баг? Все, сначала? Да, начало 2х скорости, надеюсь, дойдем до туда, где были. Вот и называется случайно взял предмет не тот. Хотя, раз уж такая большая цена рерола, возврат в самое начало, то посмотреть поражение определенно стоит в начале, на первых уровнях, то и сейчас. Да давайте уже быстрее идите к этому дверному проему. Забавно. Айзека, как всегда, жаль. Прежде чем доходить до туда, где были, посмотрим еще сколько мы процентов разблокировали от всего. 10? 10! Предметов тоже всего ничего открыли, а чувак вообще 0. А штук 2 из 46. Ох, играть мне, видимо, предстоит очень много. Ладыко. Точняк, выбирать-то каждый раз мы можем что-то новое. Но ни пердящий малыш, ни резиновый дух не звучат круто, если честно. Опять знак вопроса. Какашка за 300 увеличивает скорость и эффективность малышей области 3 на 3. Так это полноценный баффер. Вау, подобное в играх данного стиля я еще не видел. Круто. Ну давай, может оно и длительность производства уменьшит? Капец, стрельба заметно ускорилась, и сравняя с тем, что без бафа, ускорилась она раза в 2. Только цена с каждым разом увеличивается. Не круто. Надеюсь, есть еще подобные штуки в этой игре, так как это очень интересный класс предметов, который в том же ПВЗ, например, вообще не развит. Опять вопросик. Что же это? Пегас. Сдувает врагов потоками ветра. Типа как это? Не совсем понимаю. Надо тестить. Nope. 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 Так он же на месте, получается, застрял. Мне нравится. Вот и босс. И теперь я еще больше удивляюсь этой игре. У мега-сливки появились новые способности, хоть и непонятно, что они делают. Первое, это когда она лоб трет и становится фиолетовой, плюс ромб, как у пятой Хоккаи, появляется, чтобы то не значило. Вторая же способность идет сразу после этого. Она что-то в громкоговорителе кричит. Видимо, какие-то бафающие способности, хз. Кирка из Майнкрафта? Ну, как раз next локация шахты. Так, секунду, закупиться чем-то нужно. Пакико. Дает вам карту случайного монстра в подмогу. Жаль, монет не хватает, а то звучит интересно. Больше опций и хронометр. Но опции, как я понимаю, это и есть возможность иметь больше покупных этих штук. Беру. Зазубренная кирка может разрушать препятствия. Фигня какая-то. Иго. В огнетке рандомно спавнятся, неплохо. А почему все настолько сложно-то? Да стоп, секунду, подождите. Фух. 4 на выбор? Прикол. Это благодаря той штуке, больше опций, видимо. И что же нам предлагают? Ледяной малыш, Авель и Виз. Авель выглядит интересно, но мне все равно интереснее нажать на знак вопроса. Малыш-демон. Обстреливает всех ближайших врагов 5 на 5 области. Нифига, типа он по всей карте стреляет? Что по врагам, кстати? Вижу новые лица. Сливка. Описание появилось. Перелетать препятствия вместо того, чтобы атаковать их. Вылитый аналог бесячего зомби Дода. А еще эта фигня ненавистная мне уже в самом Айзеке появилась. Крутые враги, хочу сказать. Во как, не всю карту. Забыл, что тут 6 клеток, а не 5. Но все равно как-то имбово. Тем более за цену в 200. Хотя я и не против. Типа как-то так расставлять и вообще найс. А если тут будет подобие чеснока, ну вы понимаете. Вот эта хрень очень живучая, кстати. Поэтому-то я ее и ненавижу в Айзеке. Интересный выбор. Радужный, призрачный.
Вот этот у нас уже был, и знак вопроса. Выбор мой вы, наверное, уже поняли. Стреляет наводящимися на соседние линии с лесами. Еще один бьющий по соседним рядам. Но затестить можно. Вдруг стоит дешевле, а на деле эффективней. 4 волны. Честно, оценить его нормально я вряд ли смогу. Очень сложный уровень. Плюс какой-то плюющийся чувак постоянно мешает. Камень ходячий еще откуда взялся. Вот, кстати, что пилюли делают, которые мы пока нашли. Такс, ну и может в этой локации тоже 3 уровня? Прикол, еще один босс. Рехтал. Только вот интересным назвать я его не могу. И способности у него кидать дела и спамить мух. Как я понимаю и вижу, боссы тут в разы легче обычных уровней. Новогодний шарик какой-то. О, магазин выглядит очень интересно. Жетон замены чарджеров. Позволяет заменить одного из потерянных чарджеров. Вот как этих личинок восстанавливать. Понятно. Удовольствие, правда, не из дешевых. Батарейка сохраняет энергию. Блин, и вот как мне понять, что это значит? Подарок, как раз для тебя. Морозная мята замораживает врагов, кусающих ваших подопечных. И злой талисман показывает, откуда пойдут монстры. Вещи, конечно, в этот раз очень крутые попались. Жалко, монет у нас не так уж много. Вот как-то так я решил потратить свой кэш. Подарок это юнит? Во, так это же круто. Наверное, в нем, как и выбирая знак вопроса, штука рандомно дается. Стата, кстати, не так плохо уже выглядит, но пока не идеально, конечно. Слотов жаль купить нельзя, тестить что-то слишком сложное и опасное, ведь проигрыш и ты в самом начале. Лады, что у нас по новой мапе? Красные квадраты, если это не телепорт, я хз, что это. Это телепорт, окей. Артефакт, который показывает, кто откуда будет идти, превысил мои ожидания. Я думал, в начале первых монстров покажет и все, а он все время показывает. Единственное, этот звук. Я почти прошел уровень и хочу заплатить монету, чтобы убрать этот предмет. Бесячий звук. Паучка или знак вопроса? Паучка или знак вопроса? Ай, ладно, знак вопроса. Блин, это еще кто? Никто, понял. Спасибо. Практически не видим. Ну, можно как-то так попробовать играть. Зеленая мина особо не перекашталась после того, как мы чертенка получили. А вот муха определенно будет полезной. Приближается большая волна. Точняк, совсем забыл. На этой карте ковчег. Падают с неба руки мамы. Одни забирают что-то, другие монстров подкидывают. И так теперь не в последней волне, а в каждой. Согласитесь, неприятно. Насчет врагов, то невидимка становится видимым, когда что-то жует. А еще поперлись какие-то маги-одноклассники. Идут, стреляют, отлетают назад, идут. И так по кругу. Вместе с зеленым этим челом какие-то они больно жесткие. Ну нахер. Ага, куда? Все, ты труп. Хотя он уже... а выбор ты где? Вон же сколько места. Выбор? Ты в ачивках даже 1/5 не открыта. Выбор? Я не вижу выбора. Ну, наверное, так надо. Еще враг новый, кашалот. Я уже устал, если честно, от их разновидностей, хоть и понимаю, что это, наверное, 1% от того, что есть в Айзеке. Ой, а это выбирать можно? Снежный шар временно замораживает всех врагов на экране. Неужели? А то я эту кирку ни на что использовать не мог. Никакие переграды спустя 3 локации не встречались. Может, это препятствие? Хотя вряд ли, да и шар все равно полезней. Ихма. Нифига наглый, еще и живучий. Да что ж тут все враги такие противные-то? Все какие-то сложные сложности заставляют. Не опять, а снова босс? Единорог. Да, чё-то не похож. О, это я в Fortnite зашел? Тоже враги бегут, а постройки появляются. А если без приколов, то этот босс уже сложноватый. Всего 3 ряда на то, чтобы что-то ставить. А сами способности босса даже несчастные 3 ряда ограничивают. Ведь он замораживает наши штуки. И юниты сзади стреляют по льду, а не по врагам. Так еще и заморозки тянет на себя, тем самым скидывая их куда-то туда. Еще он так умеет.
и как и прошлые умеет спавнить мухи остальных. Вы открыли больше способов играть. Типа все? Хух. Лучше пилюли, больше знаний. Ваше будущее сияет ярче. Забери то, что принадлежит тебе. Наверное, это кэшбэк. Сразу берем. Больше, чем 3. Начинайте с большим количеством сердец. Вопрос, насколько большим? Позволяет заменить поврежденных малышей на здоровых. Это типа как в первом ПВЗ? Понятно. Еще тюльпан давайте возьмем на будущее. Хоть и не понимаю, как мое будущее может от его наличия лучше стать. Может, это намек, чтобы вы поставили лайк? Что за сердечко? И враги, как изначало? Стоп. Так мы все же прошли основное приключение? Лады, там, если не ошибаюсь, режим какой-то открывается, если 2 раза игру пройти. Но сейчас это будет немного скучно делать. А вот посмотреть, что нам сейчас доступно, как раз можно. Испытания. Опачки. Тут даже мини-игры есть, офигеть. В плане контента в бета-версиях, думаю, EA стоит поучиться, потому что эта игра и PvZ 3 небо и земля, если честно. И знающий человек вряд ли правильно угадает из этой игры и PvZ 3, что делала студия, а что обычный фанат. Первая мини-игра называется «Неуловимые мстители». Я понял, кое-какую мини-игру из PvZ она очень напоминает. Только вот такое ощущение, что они раза в 3 быстрее тех ускоренных зомби в PvZ. Ничего не успеваю. Окей, понял. Хоть это и плохо, но давайте сделаем маркировочку этих юнитов. Как-то так. Хоть стреляющих челов не успевать съесть. Фух. Тут за прохождение мини-игры достижения дают. Ну хз, так себе идея. Кстати, из-за того, что я в мини-игре проигрывал, я же не потерял. И вот почему. Лады, все равно много вещей нам еще предстоит открыть. Может, это и к лучшему. Еще не понимаю, почему у меня резиновый дух в начале. У меня он даже открыт не был. Пока забудем про это. Давайте дальше мини-игры. Next мини-игра – несовместимость. Ух ты, прикольно. Типа пень и лед. А ветер с чем несовместим? А он не наоборот должен был его раздуть сильнее. Это вроде так работает. Все довольно и довольно сложно. Чтобы пройти, нужно не терять под конец ни секунды. Ну наконец. Мозголомка с Амогусом на Айве. Чё? Все невидимые? Все? Да что ж такое? Я думал, почилить наоборот выйдет в этих мини-играх, а не голову ломать постоянно с мыслями, как пройти. Ну хоть как-то мы и прошли. Лето, Кри, Шару, отдельный респект. Дальше, что в голову разраба пришло, гражданская война. Название мини-игры, если чё. Офигенная идея, крута. Это мне явно даже больше Я зомби в PvZ нравится. Первая немного человая мини-игра. Next у нас ограниченное издание. Я понял. Не, мини-игры реально годные. Играя в них, прям чувствуется, что они сделаны с большим энтузиазмом. Насчет тактики в этой мини-игре, то я уже что-то придумал. А то идея ставить просто этих, с мыслями, что тут никто не пойдет, не прокатили. Так вот, дальше 7-го ряда малютоквиз ставить нету смысла из-за особенностей стрельбы. А так как чудища идут по центре, на прикрытие надо поставить пару блоки в начале или в конце. А кубики тратиться особо не стоит. Как-то так. Больше нету. 5 из 5. Жаль. Надеюсь, автору этой игры хватит фантазии еще подобные креативные миникамы придумать. Ну и раз сложный режим у нас не открыт, остается проходить заново. Вряд ли вам будет это интересно, поэтому давайте так. Сейчас я буду рассказывать именно о новых предметах. Снежок. Выглядишь интересным. Замораживает противников в области 3 на 6 клетки. Вау. Единственное, не сказали, что из своих можно превратить случайно в кубики льда. Как я понимаю, обычный пень и муха. Но по правде меня всегда в Айзеке очень прикалывали мухи и паучки. Одну муху в виде юнита мы уже видели. Надеюсь, это будет поинтересней. Кого? Призрак? И так сложно. А еще его защищать? Блин. Прикол, но их явно нужно использовать в связи с кем-то, кто будет прикрывать ее. А так обычные чудики-зануды затащили. Сами коконы, из которых в последующем мухи по бокам вылазят, почти не наносят урона. Вот в чем проблема. Странно, кстати, что призрака Айзека съели, а мы не проиграли. Привет снова, с самое начало.
Давно я тут не был. Мозговой червь. Один в один личинка, как у нас в начале стоят. Их слезы повернут на 90 градусов и пролетят мимо потенциальной цели. В ад? Пока не понимаю. Стреляют по-обычному, а цена в 2 раза больше. А, нифига. Если на дорожке нету врага, оно поворачивает в другую мишень. С каждым разом мы, видимо, находим имбу все круче и круче. Синяя какашка замораживает. Кек. Это теперь определенно мой любимчик. Можно сказать, слезы самонаводящиеся, ведь они на упреждение поворачивают, и промахов я ни разу не заметил. А почему у меня малютка виз не открыт? Неизвестно пишет. Мы же его в мини-игре видели. Разраб, фикси. Ну и возьмем просто чтобы был. Спасение. В критической ситуации уничтожает ряд врагов, сохраняя чарджеров. Звучит полезно. Можно взять. Тут пень, точнее свечу давайте возьмем. Вопрос уже опасно выбирать. Хотя, была не была. Как работает свеча-то мы и так видели. Призрачный малыш. Пробивает до 3 врагов. Ну, хз. Я бы что-то взрывное больше хотел найти. Не, червяк в разы лучше. И то называется и выглядит интересно. Это. Малышка-телепат может пробить до 3 целей на своей линии дважды. Да, вот я конечно взял. 2 плюс-минус одинаковых по факту. Ух, пилюль насыпала. Но как я понимаю, их всего 6 в этой игре. Увеличивающая скорость, уменьшающая скорость, супер пилюля, что-то не так пилюля, обезболивающее и полное здоровье пилюля. Да-да, посяка. О, покебол. Так, маны у меня нормально, и на этот раз чарджера восстанавливать не нужно. Черный боб. Новые малыши пускают газ, отравляющий врагов в 3 на 3 области. Пампурное сердце. Ну это я не понимаю, что за чемпионы. Флип. Щелчок ПКМ по любому карапузу развернет его. О, прикольно. А злой талисман вообще нету желания брать. Слишком противный звук у него каждый раз, когда он показывает, откуда идут враги. Ладно, давайте бов возьмем и попробуем понять, что за чемпионы. Шар дружбы, поймай их всех. О, вы же тоже думаете, о чем я? Реально мой покемон теперь. Это ж выходит, мы и взрывного можем поймать. И он сейчас будет стоять и стрелять по монстрам. Ну да, именно там, где он идет, никого нету. Ну что это? Да дайте затестить, алло. О, у меня идея появилась. А что если руку поймать? Сучащийся кокон. Защищает других малышей и замедляет монстров поблизости. Как это? А, прикол. Еще бы эту паутинку вот так сдвинуть. А так, что-то не уверен, стоит ли переплачивать за это, когда есть кубик. Что, кстати, одноглазый будет делать, если его поймать? Вау. Так если враги на этих 3 рядах не будут переставать идти, то он и уйти не сможет. Передвигающийся, не занимающий место атакующий юнит получается. А невидимку можно поймать? Да. Тут радужного беру. Стреляет слезами со случайными эффектами. Я, конечно, затещу, но по описанию, ну такое. Ну такое. Оп. Я наконец поймал эту страшную старую ладонь. И что же она делает? А, вижу, вон челик побежал. Но это того не стоит. Словить ее сложно, а потом еще и рандом решает, кого тебе дать. Спасибо на том, что я хоть поймать мона. Покеболы против босса эффективный, кстати. Магазин. Поиск чемпиона, больше волн на каждый этаж. А зачем самому себе усложнять игру? Портфель. О, плюс 1 слот. Да-да-да-да-да. Shut up and take my money. Что ж, вот мы и на втором, как это называется в этой игре, круге, роли, да, точно, лупе. Почему лупе и что это значит, я не шарю. Вроде лупа это вот это. Может кто шарит, объясните. Из босса что нам, кстати, выпало? Телепатия для чайников. Пора их научить. Не понимаю. Так что берем тестить. Что эти сердечко значат? А, вот как. У нас ограниченное количество их теперь. Но мне это никак не помешает. Я много и не накапливал. И оно сделало его круче? Ладно, шучу. Ясное дело, нужно ее на атакующей штуке юзать.
Ну, череп тоже круче не стал. Давайте еще на этом затестим, хотя уже понятно, что какая-то фигня эта книга. Ага, он становится подобный этому челу, но только со своими снарядами. Реально бред. Кислотный малыш распыляет применение пилюли на соседних малышей. Фу. Именно когда я говорил, что надеюсь здесь еще что-то вспомогательное есть, то про подобное и думал. Распилив суперпилюлю или повышение скорости, а лучше все вместе, наши юниты становятся нифиговенькими такими. Суперпилюля, кто не понимает и не заметил, увеличивает весу, то есть урон в 2 раза. А что-то не так, меняет атаку на какую-то другую. Ух, наконец, а то уже 3-й раз поднимаю тему пилюль, а до конца так я не объяснил, что они делают. Ой, а что с ценой? Он в 2 раза дороже стал. 2 неизвестных. Ну смотрите, розового малыша мы недавно брали, да и неохота брать тех, кто много стоит. Поэтому давай тебя. Сушеный малыш предоставляет защиту, взрывается при смерти. Вроде круто, но проблема вот в чем. Я кубики не успеваю ставить, а тут в 3 раза дороже прикольный аналог. Призрак Айзека опять. Но в этот раз я обязан его защитить. Кто знает, вдруг он нам что-то крутое даст, или сам в роли малыша нам в слот попадет. Фух. Всего лишь монетка. Да чё ты у меня вообще клетку занимал так-то? Да уж. Не имею понятия, что делать ни хронометр, ни батарейка, поэтому беру. Мне сливка снова подарок сделала, кстати, в этот раз подгон. Это пульт доктора. Воздушный удар. Воу, хочу сказать, удар достойный. Отличный конкурент синей свече, которую эта же сливка и дала. Как так, уже повторки предлагают. Ну была не была. О, чудо-яйцо. Защищает линию, порождает дружелюбных монстров. Звучит имбово, вспоминая подобное в ПВЗ 2. Работает 1 в 1. Оу. Что за каменный пуп? Офигеть, этого же не было в первом прохождении, или я путаю? Ну нет, я не хочу начинать сначала. Ой, как так игра вылетела удачно. Ха-ха, сработало. Как так? Видимо, наших рыбаков кто-то съел. Но если честно, ничего страшного. Эта электролиния может по сути всех их заменить. Но никто и не планирует подпускать так близко монстров. Ура, прошли. Я благодаря этому уровню осознал, что сложности я сам себе сделал. Помните, мы купили предмет какой-то, увеличивающий волны каждый раз? Ну вот, как я понимаю, задумка его была в фарме монет. Если не в этом, то что за бред? Хоть из игры можно просто выйти, а не начинать с самого начала. Ой, что? 5 волн. Пипец. Только вспомнил, но мы-то еще и замедление купили в магазине, и оно наоборот замедляет все в 2 раза. Музыку, кстати, тоже. И играть так реально легче, но не интересно. О, эти мелкие безобидные штуки всегда прикалывали в Айзеке. Кристальный шар показывает скрытые опции. Какие скрытые опции? Голова плывет уже, если честно, от стольких непонятных штук. Хоть осталось совсем немного. Нет. Ой, даже говорить не хочу. Сколько мы там открыли контента? Может, этого хватит? Не, мало. Малышей норм собрали, а вот этого почти ничего на общей картине. Играю я в эту игру уже 6 часов, кстати. Лады, по-быстрому для вас, по-долгому для меня, попытаюсь все же дойти до того, где мы были. Маргала метает кровавые сгустки в самую здоровую цель в поле зрения. Странная штука. Реально, на бойсе слить. Игра надо мной рофлит, видимо. Малыш-паук метает паучьи яйца, замедляя врагов. Во, этот паучок крутой. Она мне какашку дала? Чё? Кал, о чем они думали? Ну хоть описание олицетворяет мысли. Оно просто спавнит это. Малыш манга, неизвестно. Стопэ, мы же его брали. Или я путаю? А, не, путаю. Подобной способности еще не видел. Копирую стиль стрельбы малыша, стоящего за ним. Но чтобы сердечки сохранять, пойдет. Только нужно кто-то, кто стоит 200, 300, а не 150, как паучок. А если я поставлю перед малыша Монка, он же тоже паутина. Плохо копирует, видимо, если скопировать скопированный не может. Малыш Ролекин, maybe он жвачка какой-то будет, блять. Стреляет слезами на соседней линии, но не может стрелять по своей. Ой, но с тем, что есть в этой игре, в нем смысла нету. Чуть не проиграл вообще из-за него.
наверное, не стоит тестировать кого-то на последних уровнях локаций. Да и тем более с таким описанием, как у него. Да что это такое? Опять на боссе? Вроде все так легко проходилось первые попытки. Сейчас же... Во. Пока тактика, что вы видите на экране, лучше всего себя показывает. Передящий малыш переводит противников на другие линии. Это имба для тактики, которая у нас. Билд крутой прям пока выходит. Спросите, где знак вопроса? Все просто, даже показывание находящихся предметов за ним можно спокойно открыть штукой из магаза. Всего за 33 монетки. Прикольно, правда? Распродажа в Steam дает 33% скидку на весь ассортимент в магазинах. Stonks. Next магазин сейчас будет, и скидка работает. Все, мы уже в плюсе, если скупим все тут. А мы скупим, кроме фигни по центру. Паки-код дает вам случайного монстра в подмогу. Пакебол, теперь паки-ко. А это идея, почему бы не сделать, например, если собрать предметы из одной темы, они как-то круче будут. Знаю, круто объяснял. Где мой монстр обещанный? Меня заскамили на 66 монет типа бросить кости. Что бы это ни значило, а то описание у них довольно странное было. Измени свою судьбу. Использовать их сейчас я не буду. Есть тут в выборе тот, кого мы еще не брали. Фастулоид. Когда его броню уничтожают, то он ринется вперед, кусая всех на своем пути. Тестить не буду, надеюсь, видя описание, вы сами придумали, как он работает. А вот, карточка, реально можно спаунить монстров своих. Всех уже видели. Ну давай, кубик, удиви. И сразу двое неизвестных. Давайте Авеля, название поинтересней. Создает призрака, стреляющего в противоположную сторону. А ну-ка, так он идеальный против врагов с передней защитой. И здесь их никто не может. Только спаун призраков тоже противоположный. Кек. Так ведь даже лучше. Даже скупая все, монеты в плюс уходят к следующему магазину. Удивительно. Скидка какая-то имба. О, в этот раз у нас череп, а не взрывной. Так все же они тут и меняются. Плюс перезарядка у червей в разы быстрее. Даже так. Прикол, призрак тоже двигается. Ледяного в действии мы уже видели, ничего уникального. Думаю, если есть возможность зареролить, стоит ею воспользоваться. Понять бы еще, по какой логике куб работает. Он ведь даже не кидается. Давно мы не смотрели, кстати, статистику. Почти все открыто, прям глаза радуются. А все, мне больше давать брать штуки нельзя. Если это по задумке игры, то ок. Но если из-за кубика, то фигня еще та. Жаль, ответ на данный вопрос вряд ли узнаю. Красота, все в призраках. Прям спокойнее что ли становится, видя их количество. Дает защитный купол на самой близкой линии. Нифига. Вилка. Враги, убитые колючками или шипами, оставляют сердца. Ничего из названного мы вроде не использовали, но для коллекции пускай. Монеты все равно нету куда девать. Офигеть. Маги тоже выпадают. Просто смотрите, что можно с ними сделать-то. Их просто дофига уже, и может стать еще больше. Хоть бы он мне каждую катку падал. Второй раз подряд выпал. Повезло, повезло. Кстати, не обращал вашего внимания, но думаю, стоит это сейчас сделать. Посмотрите, сколько этих флажков. 1, 2, 3, Учим 4, цифры вместе с 5, Локом. 6, 7. 7 флагов, то бишь 7 волн. И самый прикол, что мы же и заплатили, чтобы их столько было. Ох уж этот пояс чемпиона. Игра опять пройдена. Наконец я могу насладиться сложным режимом. Это даже звучит глупо. Но сперва я хочу посмотреть, в третьем прохождении что-то изменилось? Видимо, только возможных сердец стало в 2 раза меньше. Казалось бы, куда еще меньше, но как видите, есть куда. Лады, го уже тестить сложный режим. Еще раз я игру проходить не планирую. Мне набивать эти глупы незачем. Как видите, мне пришлось еще раз пройти игру. Точнее, в этом режиме никаких отличий от второго прохождения не было. Что за бред? Хотя вначале у нас-то ничего не было, то девка это. И то из-за купленного какого-то артефакта в обычном прохождении.
Вроде на этом все. И ради этого я столько мучился? 87% открыто из 100. Считаю это очень хорошим результатом. Да и думаю, уже все самое интересное я за эти фиг знает сколько повторных прохождений открыл. Но никто не отменял возможность записать челлендж какой-то в этой игре. Если, конечно, она вам зайдет. Надеюсь, ролик вам понравился. Если это так, то ставьте классы, пишите комментарии, в мой телеграм заходите. Ну и всем пока. 11 часов перепроходить постоянно игру. Это, конечно, сильно.